ходишь где хочешь. Так здорово. Там кто? Привет из Турции! Сегодня 1 июня. Этого дня ждала вся страна. Сегодня у нас сняли много-много ограничений. Наконец-то открыто море, бассейны, заработают рестораны и много еще чего. Сейчас мы пойдем все это проверим, расскажем вам об изменениях и последних новостях. В конце мая в Турции закончился один из самых необычных рамаданов в истории. Люди не собирались большими компаниями и проводили вечерние трапезы в кругу семьи. Праздник в честь окончания поста тоже был домашним. Это и целый ряд серьезных мер по борьбе с коронавирусом в Турции привели к тому, что ежедневное число зараженных теперь гораздо ниже, чем число выздоравливающих. Поэтому и начались послабления. Чего все ждали, это море. И все, оно открыто, мы можем купаться, мы можем ходить на пляж. Конечно, будут новые правила, об этом мы расскажем чуть позже. А пока поговорим об изменениях. Сейчас во всех провинциях отменили комендантский час. Людям можно выходить в любое время без ограничений, но остаются правила. Например, детям до сих пор нельзя выходить на улицу. Лица до 18 лет могут гулять только по средам и пятницам с 14 до 20 часов. Ограничения действуют и для пожилых людей. Люди после 65 тоже должны находиться дома. Они могут гулять только по воскресеньям с 2 до 20 часов. В Турции заработали детские сады, а законный способ попасть на море с ребенком есть. Нужно просто приехать в отель. Территория отеля с собственным морским пляжем считается разрешенной для детей в любые дни. На ночь оставаться не обязательно. Появились дневные тарифы, в которые включены пребывание на территории и обед. С сегодняшнего дня в Турции восстанавливается междугороднее сообщение. Это касается и автобусов, и самолетов. Первые самолеты полетят из Стамбула в Анкару. Для путешествий гражданам Турции нужно получить специальный код. Они скачивают приложение, им приходит номер. Без этого номера они не могут путешествовать. Это доказывает, что они здоровые и не находятся в группе риска. Если есть подозрение, что у них может быть вирус, или они младше 18 лет, старше 65, то они не получают этот код. Скоро восстановится и международное сообщение. Пока есть график предварительный, он не точный. Турция как бы объявляет о том, что она готова начать принимать людей из этих стран и отправлять туда самолеты. Первое — это Европа. Россия пока стоит далеко, 15 июля. Но это тоже не точно, все может поменяться. Тем более Россия не заявляла о готовности восстановить международное сообщение. В июне Турция делает ставку на внутренний туризм. Открылись музеи, национальные парки, руины, сады и многое другое. Мы связались с несколькими отелями. Кто-то готовится открыться уже на этой неделе, а кто-то говорит об июле. Некоторые, возможно, пропустят этот сезон. Для работы всем нужно пройти сертификацию. Открытие пляжей не означает открытие отелей. Видно, что многие из них готовятся, но они пока закрыты. Чтобы начать работать, отелю нужно получить сертификат здоровья. В прошлом видео мы рассказывали, какими будут новые правила, все включено и как вообще сейчас будут работать отели Турции. Посмотрите это видео, чтобы разобраться, если вы планируете отпуск в этом году или в ближайшее время. Мы живем в Афсаларе. Это курортный поселок в провинции Анталия. Всего в Турции 81 провинция. У нас в Анталии самый низкий процент заражения коронавирусом. Подозреваем, что именно тут откроются первые отели. Видно, что многие уже потихоньку готовятся. Вот этот отель, мне кажется, откроется одним из первых, потому что он был единственным, кто принимал туристов в марте. Ну, по крайней мере, мы их видели здесь. Потом, когда уже все закрыли, он оставался до последнего. Наверное, откроется скоро. Конечно, отдых в Турции в 2020 году будет отличаться от того, к чему мы все привыкли.
Но ведь изменилось и все остальное. Даже в аэропортах теперь тестируют на коронавирус. Изменились правила посещения общественных пляжей. Например, пляж Анталии Каньялты опубликовал новые правила. Люди будут заходить на пляж через турникеты. Там будет проходить контроль здоровья. Им измеряют температуру тепловизором, а потом выдают перчатки и маски, чтобы они могли спокойно заходить в магазины на пляже. Но саму маску на пляже носить не обязательно. То есть не нужно купаться там в масках, в перчатках. Тут все нормально, все как прежде. Люди проходят на пляж, но они не могут бросить полотенце, где им вздумается. Туристы будут отдыхать на определенных участках. Они будут разграничены. Для семей из 3 человек будет выделен участок 9 метров квадратных. Одиночные туристы будут отдыхать на лежаках. Лежаки поставят на расстоянии 1,5 метров друг от друга, чтобы соблюдать вот эту безопасную дистанцию. Когда человек уходит с пляжа, на его место не может сразу же прийти другой отдыхающий. Будет выделен интервал, примерно 20 минут. За это время работники проведут дезинфекцию, чтобы следующие люди безопасно отдыхали и никакая зараза никуда не проникла. Также будут разграничены зоны в душах и раздевалках, чтобы тоже максимальный барьер был у людей друг от друга и они никак не контактировали. Отдельно сделают вход и выход с пляжа. То есть, если зараженный человек как-то идет в сторону пляжа, тот, кто точно здоровый, выходит с пляжа, с ним никак не пересекся. Хорошая новость для тех, кто не курит и не переносит табачный дым. На пляжах Турции теперь запрещено курить. Для этого будут отведены отдельные зоны. Кальяны и бары тоже под запретом, но кафешки на пляжах работают. В них вход только в масках и перчатках. Анимация в отелях будет порционной, так, чтобы избежать скопления людей. Со спортивными играми на пляжах придется повременить. Посмотрите, вот там вдалеке рыбаки. Сейчас разрешили рыбачить. И вообще можно выходить в море с судном, но пока непонятно, будут ли вот эти наши любимые экскурсии на корабликах, когда можно куда-то там поплыть, отдохнуть. Про это пока ничего не говорили. Но вообще морской туризм тоже возобновляется. Про запуск других экскурсий тоже пока ничего не слышно. Впрочем, сейчас и туристов-то почти нет. Ехать на них некому. Мы думали, что мы сейчас придем на пляж, и здесь будет очень-очень много людей. Думали, просто вообще яблоку негде упасть будет, потому что, все так ждали этого. Каждый день писали там в социальных сетях, везде мы читали люди, когда же нам откроют море, когда. И кто они вообще, где они, почему никто не пришел, только мы сейчас здесь. Увидели, там парочка людей прошла с одной стороны, парочка с другой стороны. Конечно, сейчас утро и немножечко еще прохладненько, но все равно мы думали, что хоть кто-то придет. Хотя мы, конечно, не против, одним тоже хорошо. Власти Турции предупредили, что если после снятия ограничений что-то пойдет не так, все послабления отзовут. Безопасность превыше всего. Турция в любой момент готова сделать шаг назад, если это потребуется. Впрочем, министр здравоохранения уверен, что второй волны заболевания коронавирусом в Турции не будет, если мы все продолжим соблюдать правила гигиены, социальной дистанции и ношения масок. Еще с 1 июня открывают бассейны и спортивные центры, а вот хамамы и сауны пока закрыты. Говорят, в этом сезоне их не откроют. С 1 июня должны были открыться все кафе и рестораны, то есть можно уже внутрь заходить. Сейчас пойдем проверим, так ли это на самом деле. Изменения сразу бросаются в глаза. В воздухе витают ароматы чего-то жареного, мясного и печеного. А еще немного пахнет антисептиками, потому что владельцы обрабатывают всю мебель, а на каждом столе стоят санитайзеры. Официанты работают в масках. Столики стоят на внушительном расстоянии друг от друга. Большая часть вынесена на улицу или открытые террасы. Помещения проветриваются. Повсюду предупреждающие плакаты.
Как вам такие меры безопасности? Вы бы пошли посидеть в ресторанах с такими правилами? А еще сегодня открыли все парки. В центре Афсалара заработал фонтан. Важные изменения для мусульман. В мечетях Турции снова разрешили групповые молитвы. Разумеется, правила социальной дистанции никто не отменял. А еще у нас открылись парки. Мы даже успели забыть, как они выглядят. Настолько давно их закрыли. Теперь в них можно прогуляться и спрятаться от летней жары. Мы как-то привыкли, что тут всегда ленточки. И это так необычно, что их здесь нет. Ходишь где хочешь. Так здорово. Все стало еще красивее. Мы постоянно следим за новостями и доверяем только официальным источникам. Читаем твиттер министра здравоохранения и слушаем заявления Эрдогана. Все свежие новости мы рассказываем в Инстаграме. Ссылку на наш аккаунт оставим в описании к видео. Заходите, подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о самом важном. Ну вот, я вам все рассказала, а теперь пора искупаться наконец-то. Ну все, бежим! Ой, блин, прохладно! Очень скоро мы сделаем обзор пляжа Афсалара. Там кто? Кажется, меня за палец укусила рыба или краб. Это было очень странно, щекотно. Я не знаю, кто там был, но кто-то был. А вообще мы скоро сделаем обзор пляжа и найдем пляж без крабов. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Пока!